Всем привет, ребята! Сегодня у нас очередной влог правильного питания. Я надеюсь, вы заждались. Вообще, это моя самая любимая рубрика или самый любимый тип роликов, которые я снимаю на канале. Если у вас тоже, то ставьте лайк обязательно. И, наконец-то, этот влог правильного питания будет соответствовать названию, потому что в последнее время я вам показываю какую-то ерунду, макарошки, котлетки. Короче говоря, Таня сошла с ума. Но за последнее время я как-то взялась за себя. Хочу вам признаться, взялась за свое питание, взялась за тренировки. Я уже на протяжении, наверное, 3 недель, практически месяца, тренируюсь через день. У меня буквально один раз был перерыв в 2 дня между тренировками. То есть тренировки у меня прям усилились, я прям молодец, то есть я горжусь собой. Также я наладила свое питание, если у меня раньше были какие-то там поблажки, купить, допустим, панини. О, боже мой, эти панини, вот Киев у меня ассоциируется с панини. Я думаю, если вы тут живете, вы знаете, что это такое, такие булочки спрессованные. Так вот, вообще этого нет, то есть я действительно наладила свой рацион. Так что давайте сегодня я вам покажу полезные рецепты, как я сейчас питаюсь. Так что пойдемте скорее на кухню и приготовим сырнички. Да, Емка? Сырник ты рыжий. Я просто обожаю сырники, и наконец-то я нашла для себя рецепт методом проб и ошибок, как их сделать такими пышными, вкусными и использовать минимум муки и сахара. Во-первых, мы вбиваем одно яйцо. У меня, кстати, домашние яйца, просто гигантские и очень вкусные. Дальше я беру 1 чайную ложечку соды и добавляю в нее лимонный сок. Уже давно не использую уксус, так что это такой лучший вариант. Сюда же можно совсем чуть-чуть добавить стевии. Если у вас нет протеина, то добавляйте стевию в порошке побольше. У меня просто будет протеин, но я его добавлю немножко попозже. И он и так будет давать сладость. Ну и, собственно, творог. У меня в пакете здесь килограмм. Я буду использовать полкилограмма, то есть пол пакетика. Творог у меня домашний. Я вообще в последнее время молочку покупаю именно на таких рыночках домашних. И я думаю, что всем советую. Здесь около 5-9% жирности. Главное тщательно его размешать максимально. Если есть блендер, то вообще отлично. И только теперь я добавляю скуп протеина. Протеин у меня, кстати говоря, ситно, со вкусом клубничного молочного коктейля. Таким образом, с порошком протеина вы как будто бы добавляете муку, ну и плюс еще, естественно, сладость идет. И только потом я добавляю совсем немножечко муки, примерно 3 столовые ложки. Муку, конечно, лучше брать какую-то грубого помола. Можно взять овсяную. И еще отдельно в тарелочку я добавляю 1 столовую ложку для того, чтобы обвалять наши сырнички. Я уже поставила сковородку на огонь, чтобы она заранее накалилась. Я намочила руки, намочила ложку. И теперь ложкой мокрой начерпываю вот такой вот сырник. Совсем немножко приминаю. И в муку тоже совсем немножко, чтобы сырник не прилипал. На раскаленную сковородку я добавляю кокосовое масло. Оно у меня с айхерба. Очень советую. Запах, конечно, просто потрясающий. Даем несколько минут и выкладываем сырник, чтобы масло тоже нагрелось. Ну и теперь накрываем наши сырники и на небольшом огне ждем, когда они хорошенечко подрумянятся с одной стороны, затем переворачиваем на другую. Посмотрите, какие пушистые сырнички получились. Обычно я к ним добавляю какое-либо варенье или мед. В общем, что-нибудь такое маленькое, но сладенькое. Так что очень вам советую этот рецепт, ребят. Обязательно его пробуйте. И это, как по мне, лучший вариант завтрака. Так, мы с Димой пришли с нашей ярмарки. Здесь рядом с домом. В первую очередь мы купили яйца, здесь 2 десятка. Это какие-то богатырские, в общем, они просто гигантские. Я не богатыря. Из богатыря. В общем, здесь еще грибочки. Знатные шары. Дима, ну хорошо, я тебя попросила помочь мне озвучить покупки. Цветную капусту хочу сделать классный пирог, я как-то делала. Фу, какая гадость. Ну ты же пробовала, тебе нравилось. Да. Так, зеленушечки обязательно, петрушка, укроп. Это целый пакет с молочкой, правда здесь у меня еще корень имбиря. А это круто, да? Да, имбирь мы с Димой очень часто добавляем в чай. Дальше у меня здесь только молочные продукты. Здесь у меня кусочек фета. Подожди. Кусочек феты. Мне прям в последнее время прилюбился этот сыр.
2 пакета творога, 5%, кстати. Ну, Неплохо, нормально, да. неплохо. Не слишком жирный, в то же время не обезжиренный, потому что обезжиренный я вообще не могу есть. Это я тебе взяла сыр, очень вкусный, попробовала, не помню, как он называется. Следующий сырок я взяла такой для плавки, он хорошо плавится. И стаканчик сметаны, 20%, меньше у них не было. Но я Я не же люблю. калорий, извини. Что? Что? О, ты сделал 2 упаковки? Да. Меда. А ты хоть помнишь, как он называется? Лесовой? Не вижу. Короче, этот полудикий. Дима прям фанат меда, так что мы взяли мед по 70 гривен, да? Друзья, после цен в США это все. Это вообще просто ничто. Дима тоже фанат витаминок С. Я не знаю, он их Подожди, это не приходит... только витамин Подожди. С. Приходит в аптеку, говорит, дайте мне витаминки С, мне для ребенка. Нет цвета, это свой покупать. Гипотокенчика. Ну, вообще, мы покупаем очень часто витаминки С. И нашли какого-то местного барыгу. Он возит где-то, я не знаю. Это немецкая вроде как, не Может, польская или да, немецкая. что-то тут написано. Минералы и витамин С. Да, в общем, взяли витамин. Чем ты его взял? Он же ж невкусный такой. Ты же не помнишь, мы его покупали? Ложи в в этот Америке? пакет. Невкусный. И еще какой-то фиолетовый. Ложи мой кетчуп в пакет. Ладно. Самое главное, мы купили гигантский бутыль просто оливкового масла. Это масло с Греции. И оно, как нам сказали, какое-то самое популярное. И сколько там Напишите. оно получилось? Что-то вообще... ну, 250 долларов. короче, Ой, 250 долларов. Не 250 гривен. То есть это 10 долларов. Это вообще копейки для Да. такого масла. Так что вот такие у нас покупочки. Иди вот отсюда. Еще я зашла в магазин для дома, купила некоторые мелочи для кухни. В основном я покупаю дорогие досточки для разделки, но они все равно портятся, то я что-то горячее поставлю на нее, она вздуется. В общем, я решила взять вот такие вот 2 недорогие. Не так жалко будет, если они испортятся. Также взяла пакетики. Допустим, я мариную мясо или просто расфасовываю что-то по пакетам. Очень удобно. Вот такие вот пакеты, я их давно искала. Так что наконец-то взяла. И я купила также целых 6 вот таких вот судочков. Я в скором времени буду снимать готовку еды, там, допустим, на 3 дня. В общем, будем вместе с вами готовить. И как раз вот такого плана судочки с такой вот защелкой. Они самые, наверное, качественные, герметичные, то есть в них ничего не вытечет, не вылезет. Я сама не фасую еду для себя, потому что я особо там как бы не беру еду с собой, но мне для роликов необходимо будет и вообще что-то складывать в них, допустим, нарезать сыр, там нарезать что-то еще или просто хранить что-то в них. Очень-очень нужная вещь. Также взяла вот такую маленькую кастрюльку, очень удобная для того, чтобы пару яиц сварить или там, допустим, кашу быстренько, чтобы это все сделать. Очень-очень удобно. Ну вот, в принципе, и все. У меня в последнее время были такие проблемы со сном, я как-то не особо об этом говорила, но у Димы, кстати, тоже. Мы очень долго засыпали, я могла валяться до 3 часов ночи и никак не могла заснуть, просыпаться как бы надо чуть пораньше, мы на тренировку идем, на тренировке нужно заниматься, а сил просто не было, поэтому я в последнее время начала тренироваться, кстати, вечером, мне просто больше энергии на это хватает. Так вот, мы просто не могли засыпать, потому что очень много разных мыслей в голове, очень много стресса было за последнее время, нас там обманывала наша компания, не выплачивала там деньги, ну, в общем, это был какой-то ад, честно говоря, последние несколько месяцев. То есть у нас реально вот голова была забита мыслями, постоянными размышлениями, и из-за этого просто не могли заснуть с Димой. Я помню, что в Америке у нас была подобная проблема, и мы с Димой включали какую-то журчащую водичку или там шум волн, что-то подобное, и оно реально помогало. Мы здесь в Америке тоже продолжали слушать эту журчащую водичку, но в какой-то момент это уже просто надоело, и какие-то позывы пойти в туалет, если честно. Так вот, я начала искать на YouTube что-то более полезное, что ли, и наткнулась на канал замечательнейшей девушки, просто с бархатным голосом, и нашла медитации. Я, в общем, раньше как-то скептически немного относилась к подобному типу роликов с медитациями, что для меня немножко странновато было, что кто-то там что-то шепчет мне перед тем, как я засну, но вот именно ее медитации Виктории Шуриной
как-то действительно помогает, что ли, отключить мозг от этих левых мыслей, которые вот как раз и мешают нам заснуть, от какого-то мусора в голове, и как-то успокоиться морально и наконец-то заснуть. Я уже сейчас среди ночи просто отключаю телефон, потому что он там уже по кругу крутит эти медитации. Мне, в принципе, хватает одного ролика вместе с Димой, чтобы окончательно уже заснуть. Так что, если у вас есть подобная проблема со сном, или вообще вам просто нужно иногда успокоиться, я бывает иногда просто даже включаю, еду в маршрутке, включаю подобные ролики, чтобы просто вот немножко успокоиться, потому что в наши дни столько стресса, столько вещей, которые просто, не знаю, убивают нас потихонечку, но это правда. И хочется как-то немножко успокоиться. У Вики, кстати, много роликов на канале, не только с медитацией, а вот какие-то ролики психологического характера. Она очень много правильных вещей вот говорит, мне очень прям импонирует. Так что очень советую вам просмотреть канал Вики. Обязательно посмотрите ссылочку в описании, подпишитесь и напишите, есть ли у вас проблемы со сном, как вы с этим боретесь. Я пробовала все, поверьте, я пробовала и чаи разные с настоечками там травяными, и что я только не пробовала. Ну вот медитации, да, помогают, так что очень вам советую. Я также оставлю ссылочку вам на ролик с моими любимыми медитациями, тоже посмотрите, попробуйте послушать. Вы действительно попробуйте и напишите мне о результате вообще, как вам помогает или нет, какие у вас впечатления. Эх, люблю я наводить порядок. В общем, помните, я как-то вам показывала Димину часть на полочке? Так вот она со временем уменьшается. В общем, эта полка у меня по уходу за лицом. Как видите, здесь очень много разных средств. И нижняя полка у меня для волос, лечения волос и все, что касается тела. Наверное, не буду сильно останавливаться по уходу за лицом и вообще о косметике на канале, на фитнес-канале. Ну, а если вам это интересно, то обязательно дайте мне об этом знать в комментариях. А вообще, я думаю, что эта тема именно подходящая для моего инстаграма, так что обязательно подписывайтесь. И в скором времени я там напишу посты о своем уходе, о том, что мне понравилось очень, что не очень. Так что все о бьюти-тематике пока что на инстаграме. Сейчас буду готовить кушать. Я здесь поставила цветную капусту, разобрала ее на такие средние соцветия, сварю. И если вы помните, в одном из видео о подготовке приемов пищи наперед, там на 3 дня, я, кстати, хочу снять еще один такой ролик, я готовила там такую запеканку из цветной капусты, и она мне очень понравилась, с сыром, очень вкусная, нежная, такая высокобелковая. Так что хочу сейчас ее повторить. И на мясное блюдо у меня будет говядинка, которую я замариновала пару дней назад. Ничего такого специфического нет там в маринаде, просто оливковое масло, вот эти специи, где они у меня здесь, вот эти вот, я уже в 300 раз их показывала. Кстати, оливковое масло использовала новое. И, по-моему, еще черный перчик. И также эту говядину я хочу протушить и добавить немного клюквы. Мне кажется, будет очень так вкусно и необычно, практически как в ресторане. Боже, у меня полный рот слюней просто. Кстати, лучше нарезать кусочками вот эту запеканку, когда она уже остынет, иначе она будет разваливаться. Очень удобно делать ее в силиконовой форме, так что очень советую вам этот рецепт. Обязательно попробуйте с разным видом сыра. Можете добавить еще что-то на свое усмотрение. Ну, в общем, этот рецепт такой универсален. И говядина, кстати, с клюквой я уже попробовала. Очень вкусно получилось. Небольшая такая нотка кислинки, когда кушаешь, попадаются эти ягодки. Так что пойдем мы с Димой кушать, а то он уже тоже ходит, ругается, что ты тут снимаешь, я хочу есть.
Дима ненавидит этот свитер, он говорит, что я похожа в нем на елку. В общем, ребят, у меня 2 марта день рождения. Мне так не хочется это признавать, но мне будет скоро 26 лет. Так вот, Димины родители прислали мне подарочек. Я его еще не раскрывала. И сейчас я позвоню по скайпу Диминой маме, и мы вместе его раскроем, потому что она хотела видеть мое лицо, мою реакцию. Так что давайте посмотрим, что мне подарили. Так. Сумочка. Сумочка. Ой, какая классная. Ой, она как двойная. О, видал? Инка. Привет, куколки. Классный, цвет классный. Классно. Ага, кстати, да, под пальто. Ну все, спасибо. Я тут, в общем, решила заняться автозагаром. Завтра мы будем фотографироваться с Димой. Ну и хотелось бы быть немножко загорелой. Так вот, я заказала на iHerb, если помните, я вам показывала автозагар натуральный. Ну, в общем, приняла душ, отскрабилась, все как положено. Открываю этот тюбик. Я, честно говоря, чуть-чуть не ожидала, но оказалось, что автозагар, он белый. Белый, то есть как крем. Вообще он 100% натуральный, на основе сахарного тростника, но я почему-то как-то вообще не ожидала, что он будет белым, как крем. Пахнет, конечно, он классно. И вот я купила специальную там рукавичку для автозагара, собралась наносить его. Наношу, а он как-то не темнеет. То есть я наношу, такое впечатление, что обычный крем какой-то. И вот я его уже нанесла на все тело. Дима говорит, вроде бы чуть-чуть начинает темнеть, но как-то я что-то не ожидала, что он будет вот таким вот. Хотя вот по отзывам читаю, что там все, там классный ровный автозагар, ничего такого, знаете, неестественного, типа как какой-то оранжевый автозагар. То есть всем нравится. Посмотрим, что будет завтра утром. В общем, вот такие дела. Ребят, мы приехали в студию, я просто как умпа-лумпа, все-таки этот автозагар заработал, и, в общем, я очень странного цвета. Дима сейчас меня фотографирует. Короче, она вчера орала. Он не работает. Эти все отзывы фейковые. Не, я на просто не iHerb поняла. развод. Ну, но общем, нет, сегодня она стала человеком-какашкой. Все, получилось. Фотосессия человека-какашка идет полным ходом. Диму тоже будем сейчас фотографировать. В общем, так, для себя сняли студию. Пофоткаемся. Давненько не было свежих фотографий. Так что, поехали. Мы сейчас с Димой в Лавине гуляем, пытаемся купить себе какие-то вещи на весну, но, блин, это что-то так очень тяжело, потому что меня эта нынешняя мода просто убивает. Эти какие-то полоски, этот стиль а-ля 50-х, я не знаю, но это какой-то кошмар. В общем, еле выбрала себе там какие-то парочку вещичек просто. Дима тоже там себе повыбирал какие-то... Что там выбрал себе? 2 рубашечки и футболочку. Это очень было сложно, поверьте мне. Так что сейчас мы заказали себе покушать. Я сделала какой-то там салат классненький. И Как всегда в нашем любимом грузинском ресторанчике, правильно? да, мы тут уже постоянно просто. Сопли бегемота, пожалуйста. Чепучка. Как же не снять салатик перед его употреблением? А ты что заказал? Мяско? У меня баранина по-бенгальски, О, как. по-ежански. Мы вообще уже курицу сколько не едим. Нет, я не могу. Всё. Дима сказал, все, курицы нет в доме. И гречка для меня... Ну, для меня я, на кстати, всю жизнь да, закрытый двор. гречка. И он овсянку не ест. Овсянку я ем. Но вот курицу, да, мы уже давненько и не овсянку. ем. Ну, овсянку еще так. Да. На ежа перевожу. Емка, привет! Емка, привет! Емка, привет! Боже, сколько лет не виделись с собакой. Целая собачья вечность. Мы тут недавно с Димой проснулись утром, ничего не предвещало, и как-то задумались над тем, сколько мы за эти все года, да, сколько мы ездим везде, сколько мы потратили денег на аренду квартир. Вот мы с Николаева, я не помню, в каком году мы уехали с Николаева. В общем, я даже не могу вспомнить. Ну, наверное, года 4 назад.
То мы жили в Таиланде, потом мы жили Короче, я в считал, Москве. примерно получается около 30 тысяч долларов мы потратили чисто на аренды квартиры. Мне хочется в разных плакать. Реально, Да. это страшно, конечно. И вот у нас как раз возникла мысль о том, ну, что дальше, естественно, как быть. И хочется, не то чтобы остепениться, где-то остановиться, а хочется просто не тратить деньги в воздух. Это во-первых. Поэтому мы сейчас думаем над покупкой квартиры, но это не факт, что мы... А где, не знаю. Да, во-первых. Во-первых, мы не знаем, где конкретно. В То есть не Украине да. или вообще это не в Украине. Мы думали сначала за границей, но все-таки это стреноватенько. Будем говорить честно. Потому что Таня больше не хочет никуда ездить, все, ей надоело ездить. Мы еще съездим с тобой в Москву, наверное, да? Посмотрим. Да, то есть... Но просто меня парит ходить и легализироваться по ФМС. Да, Меня Дима, дело в том, просто- что Дима рожден в Москве, ему проще, а вот мне сложнее, ну, в общем, не суть. То есть мы думаем над покупкой квартиры в ближайшие месяцы, наверное, да? Ну да. Где конкретно Ну, мы весну, пока наверное, мы еще еще не поживем знаем. на чужой квартире, да? Да, то есть мы здесь снимаем. Мне здесь, кстати, очень нравится, но, блин, это такая жопа. Это прям такая жопа. Вот тут ЖК София, просто очень тяжело То есть или добираться. машину покупать сейчас нужно снова, да? Ну да. Или поближе перебираться к центру. Мгм. С другой стороны, мы еще понятия не имеем, Где? какие у нас планы. Да, потому что, как еще. всегда, работаем мы дома, в инете. Так что такие дела, ребят. Пока конкретности какой-то нет, но да, в ближайшие месяцы будем определяться с квартирой, где конкретно и так далее. Так что такие вот дела. Но Таня понятия не имеет, где хочет жить. Мне вообще это все сложно. Ничего, нормально. Кстати, в последнее время начала пользоваться весами. Помните, я их покупала, и, в принципе, они до сих пор работают, так что Китай довольно-таки качественный иногда бывает. В общем, у меня здесь практически 300 грамм творога, 1 столовая ложка сметаны. Кстати, молочные продукты я покупаю домашние, и мне прям очень нравится. Добавлю пару капелек дропсов. Тоже от Milk to Go, если вы помните. Мне нравится очень вот с вот этим вот вкусом. И совсем немножечко стевии, чтобы хотя бы немного было сладко мне. Ну вот и все. Вот такой вот ужин. Практически за 3 часа до сна. Я, кстати, стараюсь немножечко... не то чтобы отказываться, но меньше есть молочных продуктов ближе к вечеру, то есть где-то после 6. Потому что иногда мне кажется, что у меня какое-то вздутие живота, не то чтобы отечность прям, а вот именно вот вздутие живота от молочных продуктов и в частности от творога, если я ем его на ночь. Замечали ли вы что-нибудь подобное за собой? И если у меня, допустим, спрашивают, какие-то вопросы задают по поводу молочки, стоит ли ее кушать на вечер, то я бы вам сказала, допустим, попробуйте, допустим, неделю ее не есть, неделю кушать, и посмотрите на свои ощущения, потому что в плане молочных продуктов тут очень все индивидуально, и организм может совершенно по-разному реагировать на эту лактозу, на молочку, поэтому иногда кушаю, в общем, к вечеру, иногда нет, но вот как-то так. Кстати, ребят, я нашла эти хлебцы Росток, которые вы мне советуете. Они действительно очень вкусные. Я их уже раз третий, наверное, беру. И разные вкусы всегда выбираю, чтобы, допустим, с чем-нибудь солененьким взять или с чем-то сладеньким. Диме тоже они очень понравились, поэтому посмотрите у себя в магазинах. Я их брала в Билла, по-моему, супермаркет есть такой. И они реально... Давайте проигнорируем мой отросший ноготь, но они на самом деле очень вкусные и качественные. Действительно видно, что это не вот этот вот, допустим, пенопласт, который я покупаю, эти дешевые хлебцы, хотя они мне тоже очень нравятся, абсолютно совсем идет, но они действительно качественные, и ими очень классно можно наесться. То есть, допустим, одного хлебца, чем-то намазать его, и вполне себе можно наесться таким вот перекусом. По сравнению с этими хлебцами я их могу, наверное, всю пачку съесть. Какие-то они пустые, что ли, в общем. Поэтому я, наверное, закончу эту упаковку и буду покупать только вот эти вот. Так что вам обязательно советую попробовать.
Классная у меня тут подушечка лежит. Ребят, буду заканчивать этот влог, потому что он, как обычно, получается супер длинным. Буду монтировать его, и чтобы завтра он у вас свеженький был на канале. Кстати, не забывайте включать этот колокольчик на канале, потому что я не уверена, работает ли он, но все равно включайте. Также хотела объявить самую главную новость этого влога. Обязательно следите за моим инстаграмом, потому что совсем скоро я там объявлю о начале нашего марафона-комплекса, который совсем скоро будет также на нашем канале 12 марта. И в поддержку этого комплекса я буду устраивать марафон в моем инстаграме с призами. Все это будет совершенно бесплатно, так что обязательно следите за новостями на моем канале, на инстаграме, потому что совсем скоро будет очень много чего интересного, не только марафон. Мы с Димой также планируем возобновить наши прямые эфиры с тренировками, если вы помните, я их проводила как-то, и прямые эфиры на кухне. В общем, мы с вами будем даже вместе готовить онлайн. Мне кажется, это очень крутая идея, безумно удобно для меня, потому что мне монтажа будет поменьше, да и мне кажется, будет веселее и гораздо интереснее так. Так что, если вам нравится эта идея, обязательно оставляйте свой комментарий. Ну и встретимся с вами уже в следующем видео, в следующем влоге. Таимка, всем скажи пока. Пока-пока. Эмма заговорила. Проваливай.